Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами канал Борис Марцинкевич «Аналитика». И сегодня достаточно приятный день. Мы давно не виделись с Владимиром Владимировичем Булевым, создателем и главным редактором замечательного портала «Нефть и Капитал», у которого в этом году, кстати, юбилей. Да. Можно отмечать круглый год. А у нас на дворе август. Такая традиция в августе спрашивать, а что же у нас на внутреннем нефтяном рынке, что с ценами, что с распределением нефтепродуктов, все ли в порядке и не будет ли август 2024 года похожим на август 2023, не дай бог. Какие вести с полей, с биржи, вот со всего этого, со всей нашей красоты. Добрый день, Борис Леонидович, слушатели и зрители. Что я хочу сказать по поводу цен. Все стабильно. Стабильный рост, стабильная ситуация. Как я уже говорил и не раз, наверное, стоит привыкнуть к тому, что ожидать снижения цен на топливо в ближайшие лет эдак несколько не приходится. Собственно, и предпосылок для этого никаких нет, потому что, собственно, ситуация как была, так и осталась. Потребление имеется, и оно, в принципе, растет. Заводы производят, но в объемах необходимых для внутреннего рынка, но не сказать, чтобы с запасом. А что касается цен, то если увеличивать налоговую нагрузку на компании, которая, по идее, в результате налогового маневра должна была перераспределиться, но ситуация на внешнем, на внутреннем рынке карты сильно спутала. Соответственно, попытки отказаться от топливных акцизов привели к тому, что они только выросли. И, собственно, если мы порядка 60% в виде цены на бензоколонки имеем, налоговые поступления составляют эти 60% от цены на бензоколонки, на стеле, где написаны эти заветные циферки. Собственно говоря, чего можно ожидать? Цены будут стабильно подрастать. Дальше уже начинается такая дискуссия в цифрах между Минфином, Росстатом и потребителями. Потребители считают, что цены растут выше темпов инфляции, потому что они чувствуют это своим кошельком. Росстат считает, что ниже. Тут как посчитаешь. В общем и целом получается, что все стабильно. А если говорить серьезно, то, наверное, ожидать таких всплесков топливных кризисов, как были в прошлом году или в 2018, наверное, не стоит. Опять же, не благодаря тому, что ситуация уж очень нормализовалась, а просто все к этому постепенно привыкли, и появился набор неких инструментов, которыми можно эту ситуацию как-то регулировать или несколько нивелировать. Один из них является запретом на экспорт топлива. Кстати, должен сказать, что инструмент называется топор. Административный топор. То есть у нас есть рынок, торги на бирже, фьючерсные сделки, форвардные контракты, а потом приходит человек с топором. Получается так, потому что надежда на то, что рынок сам себя отрегулирует, не оправдалась. Собственно, и говорить о том, что у нас прям рынок в чистом виде, тоже, наверное, не стоит, потому что у нас есть биржа, где, в принципе, даже несмотря на то, что ситуация на рынке, скажем так, если уж не монопольная, то олигопольная, потому что производителей топлива у нас раз-два и обчелся. Были выкладки агентства «Наанс». Тамара Сафронова, она показывала на пальцах, что более 90% топлива на нашем рынке – это 6 компаний. Это олигополия. В условиях олигополия организовывать биржевую торговлю и биржевое ценообразование, рост цен неизбежен. Это классика. Для того, чтобы биржа могла регулировать цены вниз, у производителя должно быть хотя бы 3 десятка. Мы, к сожалению, с этим сделать ничего не можем. Ситуация, этот статус-кво, он имеет место, и, скажем, новые крупные нефтяные компании у нас на рынке вряд ли появятся. Хорошо, например, биржевой механизм у нас... В апреле лично для меня слова вице-премьера Александра Новака прозвучали как приговор. В нынешних условиях новые нефтеперерабатывающие заводы России не нужны. Я был несколько шокирован, но если это мнение вице-премьера, который отвечает за развитие топливно-энергетического комплекса, то есть, на мой взгляд, эта позиция правительства выглядит она странно, но какая есть. В принципе, наверное, с Александром Валентиновичем где-то как-то можно согласиться в том плане, что в силу специфики организации переработки в России у нас
крайне насыщена мощностями центральная часть России, то есть здесь достаточно заводов, они все крупные, мощные, можно сказать, крупнейшие. Опять же, там, Западная Сибирь также, в общем, ей есть чем похвастаться с точки зрения мощностей переработки. У нас, конечно, кризис на Дальнем Востоке. Вот там действительно все сложно. Там переработки не хватает. Цены на топливо там такие, что называть их прям-таки страшно. Ситуация повторяется из года в год. Из года в год мы имеем одну и ту же историю. Давайте увеличим поставки на Дальний Восток. Хорошо, давайте. А как? РЖД, помогите. Ну, в общем, это не наша проблема. Наша проблема – это восточный полигон. У нас там болит сильнее. Мы немножко, может быть, субсидируем, но не более того. То есть проблема как была, так и осталась. Поэтому, опять же, стабильные там 70 плюс за литр на Дальнем Востоке – это, видимо, норма, к которой тоже стоит привыкнуть. И если оба завода, Хабаровский и Комсомольский, в Комсомольске-на-Амуре, они оба совершенно свежие. Один, по-моему, 36-го года, второй 44-го. Понятно, что модернизированы. Но если они оба встают на плановый предупредительный ремонт, то без всяких шуток раздача талончиков со всеми отсюда вытекающими. Ну, планово-предупредительный ремонт – это отдельная рыночная боль. Многие участники рынка не раз просили о том, чтобы графики ремонтов там, публиковались, были публичными, доступными для компаний-участников рынка, с тем, чтобы к этой ситуации можно было бы хотя бы как подготовиться. Ну, хотя бы владельцам независимых сетей АЗС заранее знать, что будет дефицит, надо запастись и так далее. Ну, и опять же, вот это вот стабильные как бы, ремонты в те сроки, когда, ну, как правило, прогнозируется пиковый спрос. То есть у нас заводы ремонтируются летом, когда вся страна ездит по всей стране, извините. Поскольку ездить за рубеж стало затруднительным, то все ездят по России. Соответственно, топливо тратится больше, спрос больше, нужно его удовлетворять, заводы на ремонте. Дальше у нас осенью начинаются там посевная, уборочная и все вот эти сельскохозяйственные упражнения, которые тоже требуют топлива, заводы на ремонте. Ну и в этом году у нас первый юбилей. Советский Союз мог гордиться своими долгостроями, замечательными, прекрасными. Там, 20 лет строить электростанцию, 30 лет строить электростанцию, гидроэлектростанции в Сибири приблизительно в такие сроки строились. То теперь и у нас уже появляется наш родной независимый долгострой. В этом году 15 лет проекту Восточного нефтехимического кластера. Проект Роснефти стартовал в 2009 году и по-прежнему пытается стартовать и сейчас. ВНХК-30, если уж точнее. Идея была в том, чтобы на восточном окончании маршрута ВСТО, Восточная Сибирь, Тихий океан, туда приходит сейчас стараниями Транснефти 50 миллионов тонн нефти в год и продается в сыром виде. Предложение от Роснефти построить две очереди и нефтеперерабатывающий завод, и нефтехимический комплекс с тем, чтобы перерабатывать 30 миллионов тонн. Это закрывает любые вопросы о дефиците топлива на Дальнем Востоке, Приморье, уже удобнее, и позволяет, разумеется, и новые рабочие места, и несколько другая маржинальность у такого экспорта, но пока запрещено. 15 лет переговоров Роснефти и Минфина – такая славная традиция. Думаю, что и следующие поколения руководителей Роснефти будут бороться за этот проект. Проблема в том, что Роснефть, на мой взгляд, вполне справедливо просит хоть какие-то налоговые вычеты. Такие комплексы стоят дорого, 30 миллионов тонн переработки, но это сколько это? Даже если в долларах считать, ну, миллиардов 20 потребуется как минимум. Тем более, что не вся нефть в нефтепроводе Роснефти, значит, предстоит еще и покупать у других компаний, которые нефть отправляют. Ответ Минфина – нет. Выпадение доходов бюджета, поэтому лучше ничего не делать, тогда выпадения нет. Потому что если вы просите налоговые льготы, это сразу выпадение. Если вы ничего не делаете, у вас просто ноль. Прекрасная отчетность. Но выпадающие доходы – это какой-то уже сродни медицинскому диагнозу, и лечится это только вот как это, ампутацией проектов для того, чтобы ничего не выпадало. Но это трагическая на самом деле ситуация, потому что все разговоры, вот этот вот лозунг про то, что мы должны слезть с сырьевой иглы, при этом
вот у нас есть героический Сибур, который там производит высокомаржинальные продукты, но при этом какое количество сырья экспортируется за рубеж даже в условиях санкций, даже в условиях того, как от этого сырья все отпихиваются руками и ногами, и приходится экспортировать его там через Китай, через Индию, перекрашивая это все там на судах под покровом ночи. То есть все равно заберите. Ну, товарищи дорогие, но мы же уже нахлебались с импортозамещением, с покупкой там, какой-то продукции высокого передела, произведенного из нашего же сырья, но за рубежом. Вот слово импортозамещение вот подташнивает уже от него. Ну, вот. Не, ну на самом деле его надо правильно понимать, импортозамещение. То был импорт из Западной Европы, а сейчас импорт из Китая. Это же импортозамещение. Ну, вот Всё, эта всё, ситуация, всё. безусловно, пугающая, потому что если кто-то вдруг по своей наивности считает китайцев друзьями, то, товарищи, не стоит этого делать. Эта тысячелетняя империя ориентирована прежде всего на свои интересы. И более того, если кто-то имеет возможность почитать, так сказать, китайскую прессу на языке оригинала или, в крайнем случае, в переводе, почитайте. Это очень любопытное чтиво. То, что мы представляем себе о Китае как бы из там, русскоязычных источников. Москва, очень... Пекин, братья навек. Да, совершенно верно. Но на самом деле ситуация очень сильно отличается. Имперские амбиции Китая по отношению к нашей Восточной Сибири, они никуда не делись. И, в принципе, они эти территории в своих, так сказать, идеях вполне считают своими. Другое дело, что если у нас, как это, револьверный план на 3 года, то Китай мыслит столетиями. И для них совершенно спокойно рассуждать о том, что там через 50 или через сколько-то лет мы так или иначе будем иметь возможность использовать эти территории, так или иначе, в том или ином виде. То есть эти имперские амбиции никуда не делись. Поэтому рассчитывать на то, что у нас под боком находится друг, который, так сказать, протянул нам руку помощи и теперь покупает наше сырье, которое, прости господи, не нужно в Европе или в США, вот так могут думать только наивные люди. Во-первых, прежде всего зададим себе вопрос, а по каким ценам Китай покупает это самое сырье? И если мы радостно говорим о том, что объемы поставки российского газа или нефти в Китай увеличились, то здесь, наверное, действительно имеет смысл скромно умолчать о том, по каким ценам и с какими скидками Китай это покупает. И эта операция сразу из обалденно коммерчески прибыльной превращается в пристраивание того товара, который у нас не берут на тех рынках, с которых нас выпихнули. И складывается ситуация, ну, крайне такая печальная и в перспективе неприятная, когда мы, потеряв одни маржинальные рынки, теперь вынуждены с этим сырьем, как с писаной торбой, носиться и радостно говорить о том, ах, вот у нас Индия вышла на первое место по покупке российской нефти, а вот теперь Китай вышел на первое место по покупке российской нефти. Но при этом все стыдливо умалчивают о том, какие дисконты при этом в процессе переговоров вырисовываются. И, собственно, ну, какая-то странная ситуация. То есть понятно, что, наверное, она логична. Другое дело, что она должна пугать и заставлять что-то делать. Потому что взять с одного рынка сырье, перекинуть на другой, продать подешевле просто потому, что чтобы не лежало, может быть, альтернатива этому действительно служит тот же самый ВНХК или какие-то другие производства, которые из того, что мы теперь с большими скидками впихиваем на пока открытые для нас рынки, может быть, мы должны как-то это все-таки осваивать у себя. Ну и плюс ко всему есть еще один важный момент. То есть пока у нас с Китаем отношения вполне позитивные. Ездим друг к другу в гости, какие-то совместные проекты и так далее. Но если раньше, до, так сказать, появления санкций, у нас было как бы 2 рынка, между которыми можно было играть там, в деньги, скидки, поставки, объемы, то теперь рынок один. И вот как раз в рамках слезания с этой сырьевой иглы мы подсели на нее так, что прямо-таки даже пугает. Ну, на самом деле рынков 2. Тут какую-то пользу приносят отношения Китая и Индии. Вот там песню про Нью-Дели и Пекин никто не сочинял. По-прежнему они там делят высокогорные территории. То есть рынки немножко 2. И то, что удалось вот достаточно значительно поднять сбыт в Индию, и потихоньку дисконт там сползает вниз, ну, может быть, это какие-то шаги вперед. Ну,
шаги утыкаются в то, что мы по-прежнему, кто бы ни рассказывал, да, действительно, как оперативная мера перейти на теневой флот замечательно, но по-прежнему мы платим кому-то за фрахт, и какая разница, какие там были танкеры, старые или новые, мы кому-то эти деньги отдаем. У нас по-прежнему проблемы с вывозом сырья, статистика никуда не делась, из 100% нашего экспорта на наших торговых судах уходит не более 10%. И при этом нам рассказывают самые разные страшилки про утекание капитала. Но он утекает совершенно реально, потому что мы на чужих судах везем нефть, мы везем нефтепродукты, мы везем металлургическую продукцию, уголь, все что угодно. Лесная продукция, все, что касается зерна, все уходит на чужих судах. И ситуация с этим пока никак не меняется. Но то, что решением президента Объединенная судостроительная корпорация под управление передана сейчас ВТБ, там не потому, что Владимир Владимирович решил, что надо поддержать банковский бизнес. Там ситуация финансовая была настолько аховая, что без банковских вливаний, без финансовой ревизии, с попытками разобраться, откуда взялись эти задолженности и сколько штрафов за сорванные контракты надо платить, без банкиров не обошлось. Разговоров о том, что нужно строить новые верфи, я не помню, сколько лет. Зато я хорошо помню, что еще в прошлом году было поручение премьер-министра многоуважаемому Министерству промышленности о необходимости обновить стратегию развития судостроительной отрасли. Срок был дан до декабря 2023 года, у нас сейчас август 2024. Лично я на сайте Министерства промышленности и торговли не обнаружил эту стратегию. С одной стороны, понятно, как выстраивать стратегию, если до конца непонятно, что происходит на ОСК, крупнейшая наша объединенная судостроительная корпорация. С другой стороны, может быть, немножко активнее надо сделать, или до сих пор нет понимания, что у нас происходит. Ну, а если проблема с танкерами больная, то проблема с газовозами арктического класса, она не просто больная, она критическая. Вот буквально вот сегодня появилась информация о том, что новатэковский проект Арктик СПГ-2, очередная очередь, откладывается на неопределенный срок. Третья линия, да. Совершенно не верно. ранее 28 Да, года. то есть вторую вот в эти выходные зоркий Блумберг или зоркий Рейтер увидел, как ее тащат в Обскую губу. А дальше вопрос. Потому что, соответственно, сколько у нас стоял Арктик СПГ, потому что не было судов. Соответственно, сейчас у нас стали появляться теневые газовозы. Но это все... Я внимательно изучал вот эту прессу, которая входит в всемирный холдинг УБС. Один Блумберг сказал, там очень тонкая цветовая градация появилась. Серый флот Путина – это танкеры, нефтяные танкеры. А темный флот – это газовозы. Вот темный флот стал темный газовозом. флот. Прекрасно. Да. Вот еще есть черная банковская сеть Путина. У Путина вообще все есть. Темное, серое, черное, все есть. В принципе, я не вижу тут какой-то мрачной коннотации, ведь сорта пива тоже распределяются таким образом, а это, в принципе, вещь-то положительная. Поэтому, наверное, может быть, тут какие-то параллели присутствуют, не знаю. Но если говорить серьезно, действительно все грустненько, потому что, опять же, согласно стратегии, которая так или иначе имеется по поводу развития СПГ в России, вот уже не за горами там 100 миллионов тонн, а получается, что оборудования для запуска третьей линии нет, газовозов для вывоза того, что будет произведено, нет. И, соответственно, вся эта история со 100 миллионами тонн как-то выглядит... Да, у нас много там этих миллионов тонн. Я напомню, что в 2018 году, когда у нас национальные проекты появились, было поручение президента о том, что грузооборот в акватории Северного морского пути к 2024 году должен быть 80 миллионов тонн. И еще в декабре прошлого года говорили, товарищ президент, ваше задание будет выполнено. Начиная с января, как тумблером переключили, к 2030 году грузооборот будет 200 миллионов тонн. Про 2024 год забыли. Севморпуть, государственное унифицированное предприятие Росатома, они как-то не связаны с добычными проектами, они обеспечивают именно провоз, они считают, что в этом году будет 40 миллионов тонн.
Вот такая спокойная, объективная информация. То есть задание сорвано в 2 раза. Показатели куда-то исчезли. И ладно бы, как там фраза Белоусова, ошибаться можно, врать нельзя. Совершенно верно. Ошиблись. Значит, надо сделать выводы, что было сделано не так, в чем проблема, в каких-то персонах или в каких-то объективных причинах. Анализа нет. Мы меняем пластинку, к 30 году будет 200 миллионов тонн. Ну, прекрасно. А дальше что? Можно продолжать говорить и говорить. Но это мы немножко отвлеклись от наших внутренних дел. Вот такой вопрос. Мало того, что у нас только 6 компаний перерабатывают нефть для нашего внутреннего рынка, у нас с 1 января обнулены все экспортные пошлины, поскольку закончился большой налоговый маневр, который можно, наверное, называть и великим, и грандиозным, и какие угодно. Экспортная пошлина равна нулю. Может быть, вот этот рост цен, который сейчас многие оценивают уже и выше уровня инфляции, связан именно с этим? Я, например, до конца не понимаю. Сейчас у нефтеперерабатывающих заводов, у компаний, владеющих нефтеперерабатывающими заводами, какой стимул торговли, экономический стимул? Я понимаю, что есть административный. Экономический стимул работать на внутренний рынок России вообще хоть какой-нибудь остался? Для чего им У это? нас главный экономический стимул, который заставляет нефтяные компании перерабатывать нефть не в нафту, как раньше было. Нафта, экспорт, все довольны. А поставлять на внутренний рынок – это, соответственно, демпфер. То есть демпферные выплаты по-прежнему масштабные, объемные и должны как-то простимулировать компании этим заниматься. Ну, во-первых, начнем с механизма. Я напомню, что эти демпферные выплаты, они изначально создавались в 2018 году как временные решения. Временное решение, совершенно верно. Ну, как говорят сантехники, ставя временную прокладку, ничего так не постоянно, как временное. И вот этот механизм теперь латанный, перелатанный, как это принято говорить у финансистов, с нашлепками, корректировками, там, коэффициентами и так далее. Вот он работает, получается, до сих пор. При этом в рамках налогового маневра еще, кажется, если я не забыл, давно это было, но, по-моему, планировалось отменить акцизы. Ну, это было давно, это выпадение доходов, это вообще нельзя. Вот да, соответственно, у нас опять приступ выпадения доходов, акцизы растут, плюс ко всему задачи Минфина пополнение бюджета, соответственно, налоговая нагрузка не снижается. Все вопросы, связанные с льготами по НДПИ, по различным проектам, все это решается в индивидуальном порядке. Кому-то дают, кому-то не дают. Соответственно, налоговый кодекс, опять же, представляет собой толстенные издания с примечаниями, исправлениями, заплатками, как вот когда-то было, по-моему, у Хазанова. Тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачивали. И в связи с этим, в принципе, представители компании говорят правильно. То есть налоговая система – это своего рода некий договор компании и государства. То есть мы даем прибыль, мы даем какие-то инвестиции, рабочие места и так далее. За это мы получаем какие-то послабления для того, чтобы нам было, скажем так, либо интереснее этим заниматься, либо вообще в принципе этим заниматься, потому что без каких-то налоговых льгот какие-то проекты просто не работают. То есть никто не делает бизнес ради процесса. Но у Минфина достаточно жесткая позиция, нужны деньги, казну надо пополнять, поэтому будьте любезны. Соответственно, перспектив развития каких-то проектов некоторые компании просто не видят, потому что они не знают, что будет дальше. То есть можно вложить огромные деньги в разработку чего-то, условно говоря, закопать это в землю, а потом понять, что налоги, собственно говоря, съедают все то, что ты на этом рассчитывал заработать. Может быть, я не финансист, не экономист, но вот этот стиль, надо собрать как можно больше денег, потому что есть куда их распределить, это не управление финансами, это бухгалтерский отдел. И фактически Каждая это компания напоминает своего рода взаимоотношения на Черемушкинском рынке. Вот это по 50, а давай по 40. Ну хорошо, давай. А со следующим покупателем не прокатило. Вот ты мне на лицо не понравился, тебе все-таки 50. Управление финансами – это все-таки немножко другой вид деятельности. Здесь и требуется не только прогнозирование, не только подведение итогов по методикам от господина Решетникова,
Некоторые ошибочно называют их методиками от Аргуса. Но Аргус всего лишь исполнитель. После того, как заказчик в лице Министерства экономического развития товар принял, значит, все методики для расчета той же ставки налога на добычу полезных ископаемых, это отнюдь не Аргус. Минфин, как Министерство экономического развития, как заказчик, имеет право любых корректировок, но если печать, подпись поставили, все, товар принял, это Вот твое. это мне напоминает айтишный подход, как это работает не трожь. То есть если у нас в законодательстве в тот момент, когда Аргус еще был дружественной компанией, мы ориентировались на их котировки, котировка Аргус или Плац попала в какой-то законодательный акт, вот неужели это настолько священная корова, что нет воли взять и что-то поменять? И главное, что у нас есть целая международная товарно-сырьевая Санкт-Петербургская биржа, где, собственно говоря, формируются котировки, по которым живет внутренний рынок. Причем котировки совершенно реальные, прозрачные. Хорошо, олигополия 6 компаний, но тем не менее есть какой-то рыночный механизм, который всех же, в принципе, устраивает и компании, и игроков, и покупателей. То есть это работает. Почему же до сих пор, хотя мы об этом говорим, по-моему, с самого 22 года, вот с первых санкций, почему бы не использовать котировки наши российские внутренние? Давайте к ним вернемся. Но вот как-то воли не хватает. Причем тут есть много нюансов, которых почему-то редко вспоминают. Вот, что касается, почему работают Аргус и Плац. В 90-е годы, когда мы действительно впервые выходили на мировой рынок со своими товарами, у нас в законодательство попало, что расчет котировок сырьевой продукции и продукции первого передела рассчитывают два информационных, по-моему, агентства или аналитических, их там назвали, двоеточие. Плац, Соединенные Штаты, и Аргус, Великобритания. Причем рассчитывается это российские налоги по котировке Аргуса в Средиземноморье. Господь с вами, там нашей нефти уже нету давным-давно. Вот еще раз. Аргус предложил методику, Министерство экономического развития с ней согласилось, чтобы не произносить каждый раз, что это методика Министерства экономического развития, это слов сколько, методика Решетникова. Он глава Министерства экономического развития, он этот товар принял. Какие претензии к исполнителю? Исполнитель сдал, заказчик принял. То, что там действительно вот этот ужас и ставка налога на добычу полезных ископаемых зависит от неведомых миру продажных цен российской нефти в Антверпене в Амстердаме для Северной Европы и в августе для Южной Европы, их физически нет уже 3-й год. Да. Но, тем не менее, расчет идет именно вот так. Если это Хорошо. Министерство экономического развития устраивает, причем здесь Аргус. Он заказ получил, заказ исполнил, акт приемки передачи, деньги в кассе, все. Это первый момент. Второй момент. В 2022 году, когда началась очередная волна антироссийской истерии, очень дисциплинированно повел себя Плац. Сказали, не работайте в России, Плац собрался и ушел. Аргус не ушел. Причем, мне известно, как ведут себя сотрудники российского отделения Аргуса. Они каждый месяц в какое-нибудь наше очередное министерство и ведомство пишут один и тот же текст. Заберите нас в российскую юрисдикцию. У нас есть опыт, связи, компетенции, как нынче это принято говорить. Сделайте нас российской компанией. Отрицательных ответов нет. Положительных тоже нет. Полная тишина. 2 года тишины. 2 года они пытаются объяснить, что давайте вывеску сменим, давайте как-то по-другому нас назовем, зарегистрируем здесь, и мы всем составом будем выполнять ту же самую работу. Нет. То есть по-прежнему это частная английская компания. Так надо. Что касается Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой, то в 2014 году они получили распоряжение правительства Российской Федерации собирать статистику по биржевым и внебиржевым сделкам. Что они совершенно героически выполняют, плодя новые и новые хард-диски вот этой информации. Внебиржевых сделок в России много, но за индикатор берется та самая биржевая цена. То есть сделка не на бирже, но по ценам, которые на бирже выросли. То есть вся эта статистика есть. Причем как при торговле внутри, так и при торговле на экспорт все есть, все собирается. Но пока никто ее не спрашивал, для чего собирается. Были осторожные слова предыдущего нашего министра энергетики, что это тоже надо принимать во внимание, но дальше последовал вердикт от министерства, которое реально управляет нашей нефтяной отраслью. Это отнюдь не Министерство энергетики, это Министерство финансов. Текст был следующим: недостаточно референтный отбор информации.
в переводе с Минфиновского невелик объем сделок. Ну, может быть, тогда очередной приказ Министерства энергетики и увеличить обязательный объем продаж на бирже. И вот у вас референция. Может быть, через биржу торговать с теми странами, с которыми мы торгуем, несмотря на все эмбарго, страны Евроазиатского экономического сообщества. Давайте их заведем на биржу, тогда у вас объем сделок будет выше. Нет, ничего не делается, по-прежнему мы вот в этой странной парадигме. Министерство экономического развития будет считать по Антверпену. Почему по Антверпену? Там осторожное предложение Роснефти, если основной рынок сбыта это Китай и Индия, давайте хотя бы оторвемся от Брента, от котировок нефти марки Брент. Там основной поток это ближневосточные сорта нефти, Дубай. Да, давайте было предложение перейти на нейтральный Дубай. Хорошо, давайте так. Никаких ответов. Никаких ответов. Почему так, для чего так? Напомню, что эмбарго на сырую нефть Евросоюз, на российскую, разумеется, вводит 5 декабря 2022 года, 5 февраля 2023 года эмбарго на нефтепродукты. В том же феврале того же 2023 года поручение президента России в адрес правительства навести порядок в налогообложении нефтяной отрасли с тем, чтобы не был нанесен урон государственному бюджету и отрасли. Ну, казалось бы, логично, что надо чем-то заняться. Законопроект разрабатывает Министерство финансов. В нем вводится новое исправление в формулу расчета НДПИ, ставки НДПИ. Раньше в формуле была просто стоимость бренда, теперь стоимость бренда минус 15. Минус 15 – это вот та самая маржа, то есть дополнительная скидка, и на этом все. Я был несколько удивлен, но теперь я понимаю, что государственной мудростью я не обладаю. Вот этот законопроект был проголосован Думой не в 3 чтениях, а второе и третье совместили, чтобы побыстрее все это пошло в дело. Был еще и разработан график снижения дисконта. Не знаю, почему нельзя использовать слово «скидка». Ну, наверное, скидка это, наверное, когда на внутреннем рынке, а когда в законодательстве прописан бренд, то, естественно, там слово дисконт органично присутствует. Да. Тем более, что ставка НДПИ у нас рассчитывается в долларах, что, конечно, ну и при этом надо говорить много слов о суверенитете России, но налоги мы считаем в долларах. Ну, а потом по курсу поправим, и все в порядке. То есть там целый график был. Сначала вот этот демпинг должен быть не больше 25% по отношению к бренду за баррель, потом 20% и до 10% он там дошел. Нет, логика понятна. Действительно, вы правы. Когда мы начинали в 90-е развитие новой рыночной экономики, ориентированной на экспорт, на взаимодействие с Западом, поскольку мы были диковатые и необученные, то наличие доллара, бренда, дисконта и как бы... И развеселой обстановки с курсом рубля? Да, ну хорошо, это было логично. Но у нас уже фактически какой 3-й год экономика постепенно замыкается на внутренний контур, хотя бы с точки зрения там каких-то инструментов, отношений, взаимодействий и так далее. Ну, наверное, как-то за 3 года можно было уже хоть что-то предпринять для того, чтобы сформировать, ну, не то чтобы суверенную экономику, ладно, оставим, 3 года маленький срок, но хотя бы какие-то инструменты для того, чтобы не использовать там те инструменты, с помощью которых с нашей экономикой можно побороться. Ну и больше того, вот эта история на этом не закончилась. Я так понимаю, что в администрации президента и сам ваш двойной тезка был несколько удивлен результатом законотворчества, тем, что вот в ускоренном режиме в мае 2023 года появляется поручение президента в адрес правительства, которое практически слово в слово повторяет февральское: наведите порядок с налогами в нефтяной отрасли. В июле голосование в Думе, вместо 3 чтений 2, ничего не меняется. То есть, если даже поручение президента вот так выполняется, я не знаю, что надо предположить, что надо сделать, чтобы Министерство финансов что-то там о России задумалось. Так что вот я не очень понимаю, сейчас регулярно проходит заседание топливного штаба под руководством Александра Новакова.
на каждом из заседаний говорит о том, что приоритет наполнения нашего внутреннего рынка. Но, может быть, ему какой-то законодательный инструмент в руки надо дать Александру Валентиновичу, потому что сейчас все, что у него есть, это возможность вызывать к совести, к патриотизму. Я не знаю, как вот эти законы, которые может заставить работать в приоритетном направлении на внутренний рынок России, а не на рынок Сингапура, Турции, там, Греции, я не знаю, кого еще. Его просто нет. Но за эти годы можно было что-то придумать? Ну да, здесь тоже получается двоякая ситуация, потому что если смотреть протокол заседаний биржевого комитета или того же самого штаба Минэнерго, фраза всегда одна и та же. Нефтяным компаниям рекомендовано увеличить объемы производства топлив и реализации их на внутреннем рынке. Инструмент есть, и он был использован. И, как показала практика, он в принципе эффективен. Запрет экспорта. Да, не хотите? Если это запрет называется экспорта. рыночной экономикой, тогда я точно чего-то не понимаю. То есть механизм выглядит следующим образом. Рекомендуем. Не выполняете рекомендацию, просто запрещаем экспорт. Ну, с другой стороны, механизм-то работает, по крайней мере, он на что-то влияет, пускай хотя бы так. Ну, может быть, тогда задаться сакраментальным вопросом, а зачем нам вот вся эта красота, биржевые торги, форварды, фьючерсы, страховки там, и прочее, прочее, если... То есть вот какая-то игрушка, дети играют, вот, носы друг другу поразбивали, приходит папа, разгоняет всех по углам, дает возможность задуматься, потом выдает игрушки. Может быть, как-то по-другому? Ну, Зачем в принципе, тогда вот это все, если регулирование вот это, происходит методом запрета? с одной стороны, это смелая мысль перейти к огосударствлению бизнеса, государственному планированию и так далее и тому подобное. С другой стороны, ну, если так осмотреться вокруг, то, в принципе, постепенно это и происходит. А я не вижу повода этого стесняться, потому что, ну, еще раз, вот есть какая-то классика в экономике, которую даже я, ничего не понимающий, знаю. Если у вас мало производителей одного и того же товара, то биржевое ценообразование приведет к росту цен. Ничего другого не будет. Если вы хотите, чтобы цены действительно рыночно колебались, производителей должно быть, ну, хотя бы 30 штук. Может быть, взять какую-то паузу, создать условия для того, чтобы появились независимые нефтепереработчики, не связанные с нашими крупнейшими компаниями. Пусть они будут небольшие, но пусть у них тоже будет право выходить на рынок. Ну, кстати, сейчас, я помню, вот в середине, начале 2000-х было очень модно ссылаться на западный опыт, потому что казалось, что именно там все новое, лучшее, прогрессивное и так далее. Сейчас так делать не патриотично, но вне зависимости от того, патриотично это или нет, тем не менее, ну, мы объективно понимаем, что какие-то вещи там действительно работают, и, наверное, говорить о том, что все мы отринем, все западное, просто потому что это идеологически неправильно, ну, наверное, это будет неверно, почему бы что-то не заимствовать. Можно взять восточное. Китай, который каждые 10 дней пересматривает предельные цены на АЗС, в зависимости от того, что происходит на мировом рынке, абсолютно живой пример. И более того, в Китае существует немалое количество вот этих так называемых чайников, то есть частных НПЗ. Самоваров. Самовары это наши, у них чайники. Их достаточно много, и они встроены в систему государственного планирования, они взаимодействуют с государством, они работают на внутренний рынок. Вспомните хоть один независимый завод в России, не принадлежащий кому-то из Винков, который ориентирован прежде всего на внутренний рынок. Я думаю, что вряд ли это удастся, потому что, вот опять же, все вот эти вот удары там по нефтезаводам, расположенным там в Ростовской области, там Новошахтинской и так далее. То есть, безусловно, это удар по бизнесу. Безусловно, жалко людей, которые как бы страдают от этого и материально, и физически, и так далее. Но с точки зрения внутреннего рынка, как это ни странно звучит, удар там по Новошахтинскому НПЗ, например, он на внутренний рынок не сильно влияет, потому что все эти заводы, они, как правило, экспортоориентированы. Поэтому у меня есть пример. Какой? Хабаровский НПЗ, независимая нефтяная компания Эдуарда Худайнатова, она ориентирована на внутрь. Правда, глубина переработки низковата. И, кстати, когда вы слышите, что с дальневосточных НПЗ вывозится продукция, это потому, что глубина переработки недостаточно высокая, а такого количества мазута и гудрона городу Хабаровскому не надо. Пусть лучше вывезет, тогда есть возможность производить бензин и дизельное топливо и дальше.
Да, совершенно верно. Но вот в основном в массе своей все эти независимые НПЗ, они, как правило, с не слишком высокой глубиной переработки, они в основном экспортоориентированы. Да, они выбирают продукцию, которая не попадет под акцизный налог, Да. которая не попадает ни под какие квоты. На внутренний рынок действительно никакого влияния нет, прибыль невысока, зато и никаких проблем вот с этими выпадающими доходами и прочими красотами. А если мы, например, обратимся, опять же, к западным примерам, как это не странно звучит, то, например, модели организации рынка в США и Канаде, они несколько другие. То есть если у нас интеграция вертикальная, там все происходит по горизонтальному признаку. Там, например, присутствует немалое количество вот как раз этих независимых НПЗ, причем достаточно крупных. Да, другое дело, что последний НПЗ в Штатах был построен лет 15 или 20 назад, и новых не будет. Но мы говорим сейчас про модель рынка. То есть есть компании, которые добывают, есть компании, которые перерабатывают. Более того, есть компании, которые владеют сетями нефтебаз. То есть у компании может быть нефтебаза и транспорт, и больше ничего. И они, собственно, в этой модели закупают топливо на заводе, соответственно, они осуществляют логистику, они продают потом это топливо там, в каких-то штатах на заправке, и, соответственно, сети АЗС, ну, такое у нас есть, у нас независимых АЗС много. А в нашем случае получается, да, вертикальная интеграция, сам добыл, сам переработал, сам на своей АЗС продал, и еще, соответственно, что у тебя там остается, продал на бирже для того, чтобы независимые АЗС тоже могли что-то где-то кого-то выполнить снабжать. распоряжение Министерства энергетики по минимальной отгрузке на биржу. Ну, Владимир Владимирович, так мы сейчас с вами начнем вспоминать еще и отсутствующую Министерство энергетики ГИС, Государственную информационную систему. Мне кажется, что это повод договориться о нашей следующей встрече, потому что действительно в нефтяной отрасли проблем у нас много. Может быть, кто-то нас услышит, может быть, кто-то подскажет нашим депутатам, что есть о чем думать, есть что решать. Не только голосовать в ускоренном режиме за законопроекты от Министерства финансов, но и подумать, пообщаться со своими избирателями, может быть, услышать от них ласковые, добрые слова, напутствия. И после этого, ну, как-то немножко энергичнее начать работать. Может быть, конечно, мы с вами и не сможем дать каких-то дельных советов по тому, как все реорганизовать и предложить несколько блестящих идей, при реализации которых все тут же будет хорошо. Но, с другой стороны, если мы не будем про это говорить, то никто про это не узнает. А если никто про это не узнает, то, собственно говоря, что тогда и как кто сможет поменять? Ну и еще один момент. Мы очень рассчитываем, что к нашим размышлениям, рассуждениям присоединятся все желающие, не только в комментариях к сегодняшнему выпуску. У проекта «Геоэнергетика», как ни странно, появилась возможность организовывать небольшие встречи экспертов отрасли, заинтересованных лиц, с тем, чтобы обсуждение шло не только под камерой, но и в обычном нормальном диалоге. Всем спасибо за внимание. Владимир Владимирович, спасибо, что нашли время. Спасибо. До свидания.